Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать о том, как сделать управление смартфоном более удобным одной рукой. Раньше, буквально несколько лет назад, смартфоны с 5-дюймовым экраном казались чем-то очень новым, необычным, и 5 дюймов казалось очень много. И даже тогда, когда были экраны 5 дюймов, людям было неудобно пользоваться смартфоном одной рукой, дотянуться до шторки, до каких-то верхних частей интерфейса было неудобно даже на 5 дюймах. А сейчас уже и 6, и 7, и 8 дюймов экраны, и само собой, разумеется, одной рукой управлять неудобно. Но сегодня в этом видео я расскажу, как сделать управление такими смартфонами более удобным одной рукой. То есть, чтобы большинство задач, которыми мы сталкиваемся, располагались вот в этой части экрана. И основные такие некоторые моменты можно было делать одной рукой. То есть то, что вы раньше делали, перемещая руку вверх к телефону, либо другой рукой дотягивались, можно будет часть задач делать в нижней части экрана, соответственно, меньше делать движений и более удобное, как я считаю, будет управление. Ну а перед тем, как мы начнем, я хочу попросить подписаться на канал, поставить лайк этому видео и оставить любой комментарий под этим видео. Ну теперь, не теряя времени, давай приступим. Первое, что нам нужно, это зайти в Google Play Market, и сейчас мы установим первое приложение, которое нам облегчит нашу задачу, и называется оно Reachability Cursor. Вводи английскими символами в поиске Google Play Market, как у меня написано, и нажимай поиск. Нам нужно вот это приложение от разработчика Nifty UI. Обрати внимание на иконку, на название и на разработчика. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Более 100 тысяч скачиваний. Еще обрати внимание, пока приложение скачивается, на закругленные края, как я сделал в своем смартфоне. У меня есть на канале видео. Ты можешь тоже так сделать в любом смартфоне абсолютно. Если у тебя смартфон с прямоугольным дисплеем, вот таким, ты можешь легко сделать с помощью программы, без рута, вот такие вот закругленные края. Посмотри на моем канале, есть видео. Итак, мы зашли в наше, скачали и установили наше приложение, открыли. Вот так нас встречает первая настройка. Мы должны здесь поставить галочку, и программа нас перебрасывает в настройки смартфона, Android операционной системы, где мы должны дать этому приложению некоторые разрешения. И вот здесь, где видишь Reachability Cursor, у нас выключено. Нажимаем сюда, нажимаем включить, читаем, что здесь написано, нажимаем ОК. Все, мы дали разрешение этому приложению. Далее возвращаемся назад, еще раз назад. Далее нажимаем Continue, нажали. Вот так, в принципе, довольно просто выглядит на интерфейс, хоть он и на английском языке. Я сейчас быстро расскажу, тут ничего такого нет. По сути, нам только нужно нажать вот этот пункт Swipe Pads, и здесь что мы выбираем? Я, во-первых, сейчас покажу, как это работает. Работает это таким образом, что когда мы в этой части экрана, либо в этом пальцем вытягиваем, у нас получается вот такой курсор. И то, что вверху ты видишь, это и есть курсор, с помощью которого мы можем управлять. Раз, то есть палец у нас находится в нижней части экрана, а курсор в верхней. И мы всегда его можем вытягивать вот так вот и легко дотягиваться до верхних частей экрана. Вот, и теперь нужно возвратиться опять в настройки, чтобы было понятно, какие тут есть настройки и что мы будем изменять. Так, где это приложение? Ага, вот. На видное место. Итак, ну, соответственно, left pad это можно вытягивать слева, право это можно вытягивать справа. Либо можем две сделать, но одну мы не можем. То есть вообще мы не можем. Соответственно, в этом нет смысла. То есть либо левую, либо правую, либо обе. Как тебе удобно. Ну и размер тоже можешь менять. Это
так сказать, область захвата, откуда он будет начнет реагировать. Можно, в принципе, по умолчанию для начала оставить, а потом уже подрегулировать, как нам удобно. В принципе, вот такая функция. Удобно в Инстаграме, потому что в нынешней версии Инстаграма сторисы расположены вверху, как ты знаешь, и на больших смартфонах довольно туда далеко тянуться. Так, эмулятор. Надо перезагрузить эмулятор. Проблема с ним. Итак, эмулятор перезагрузил. С ним что-то в последнее время проблема в операционной системе 10. Windows в 7 без проблем, а в 10 какие-то проблемы с ним. Итак, в Инстаграме это тоже довольно полезно, так как сторисы у нас находятся вверху. Hey, friend. В общем, смысл понятен. И браузеры Chrome то же самое, в основном все поисковые страницы вверху. Следующее, что мы можем сделать для упрощения работы одной рукой, это приложение Bottom Quick Settings. То же самое, заходим в Google Play Market, вводим английскими символами в поисковой строке Bottom Quick Settings. Вот так выглядит иконка этого приложения, разработчик Том Бейли. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Смысл этого приложения заключается в том, что оно нам дает шторку, которая есть в Android, как знаешь, вот здесь вот. Но она будет подниматься снизу, то есть легко пальцем снизу вверх провел, и такая же шторка будет подниматься снизу вверх. Скачали, установили, открываем. То же самое нам вначале нужно сделать некоторые настройки, сейчас я покажу. В целом просто включить вот эти все галочки вправо, включаем. Здесь видим Bottom Quick Settings выключено, переводим включено, читаем, разрешаем, назад, назад и еще галочка, читаем, разрешаем, назад, далее галочка ОК. Окей, окей. Итак, чтобы включить эту службу, эту программу, переводим этот значок вправо. Все, и теперь, если мы снизу потянем, у нас откроется такое окно, шторка, если раз, а если еще раз, то, соответственно, эта шторка со всеми настройками. И также работает и верхняя. Такое тоже приложение, довольно полезное. И последнюю настройку, которую можем сделать для облегчения работы, она будет связана с браузером Chrome. Так как многие люди проводят много времени в интернете и даже со смартфона, пользуются браузером, то мы можем добавить некоторое улучшение в наш браузер. Это вот такие вот вкладки. То есть, чтобы не тянуться вот сюда вот и переключиться на другую вкладку, мы можем просто внизу здесь, добавив вот такое окно, спокойно переключаться между вкладками
Это намного быстрее и удобнее. Не так устаешь вот сюда вот лезть, попадать, маленький значок, потом вот сюда вот. Не очень удобно. Как включить, сейчас покажу. Тут довольно все просто. Значит, нам нужно в поиске ввести английскими символами Chrome, двоеточие, 2 вот таких слэша, далее Flags, это меню настроек, дополнительных настроек браузера. Нажимаем Enter. Далее вот в этой поисковой строке, не вот в этой, а чуть ниже, вводим то же самое, как у меня, английскими символами. Conditional. Tab. Strip. Ну, в принципе, уже появилась. Нам нужна вот эта функция Conditional Tab Strip. И здесь, чтобы ее включить, нажимаем на вот этот треугольничек. И у тебя по умолчанию, скорее всего, стоит Default. Тебе нужно выбрать Enabled 60 Minutes. Выбираем этот пункт. После этого приложение попросит тебя перезагрузить браузер Google Chrome. Ты это делаешь, перезагружаешь. То есть, что значит перезагрузить? Выключить и включить. Закрыть его и включить снова. Вот так закрыть. А потом заново, естественно, запустить. И у тебя после повторного запуска появится внизу вот такая настройка, вот такое меню. Это вкладки, открытые вкладки. Ты можешь по ним перемещаться, либо закрывать. Что тоже удобно пользоваться одной рукой с помощью этого. Итак, на этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй любой комментарий. Ну и совсем круто будет, если нажмешь на кнопку колокольчик, которая находится справа от кнопки подписаться. На этом все. Всем пока.